Дэвид всегда знал, что его жизнь была не такой, как у других детей. С самого раннего возраста он сталкивался с непринятием из-за своей внешности, что оставляло глубокий след в его душе. Когда он родился, его родители, Алекс и Мари, мечтали о большой семье с красивыми детьми, которые бы радовали их и приносили счастье. Они не стремились к богатству, а хотели обеспечить себе и своим детям скромную, но счастливую жизнь, наполненную теплом и заботой. Однако, когда на 18-й неделе беременности они узнали, что у них будет мальчик, их радость вскоре сменилась тревогой и беспокойством о будущем. Во время родов выяснилось, что малыш находится в неправильном положении и страдает от гипертрихоза редкого состояния, при котором на теле растет избыточное количество волос, что делает его внешность необычной и не похожей на то, что они ожидали. Алекс и Мари, не в силах справиться с шоком и страхом перед будущим, приняли решение отказаться от своего сына, считая его внешность неприемлемой и не соответствующей их идеалам о том, каким должен быть их ребенок. Это решение стало началом трудного пути для Дэвида, который с самого рождения оказался в мире, где его не принимали и не любили. С того момента Дэвид оказался в детском доме, где его постоянно отказывались усыновлять, и он часто задавался вопросом, почему его никто не хочет. Несмотря на все трудности, в 9 лет его жизнь изменилась. Пара Джейк и Лора, увидев в Дэвиде нечто особенное, решили взять его к себе. Они окружили мальчика любовью и заботой, и это дало ему возможность научиться принимать себя таким, какой он есть. С каждым днем Дэвид становился все более уверенным в себе и начал понимать, что его ценность не определяется внешностью. Дэвид вырос и стал хирургом, посвятив свою жизнь помощи другим. Он работал в больнице, где каждую неделю спасал жизни людей. Однажды, во время сложной операции, он столкнулся с пациентом, который оказался его биологическим отцом, Алексом. Дэвид не мог поверить своим глазам. В этот момент его мир перевернулся. Жена пациента, Мари, узнала в Дэвиде своего сына, и ее сердце наполнилось горечью и сожалением. Она призналась, что сожалеет о своем решении отказаться от него, и что она всегда мечтала о том, чтобы быть рядом с ним. Однако Дэвид, несмотря на все эмоции, которые переполняли его, решил не раскрывать свою личность биологическим родителям. Он понимал, что прошлое не изменишь, и что его жизнь с Джейком и Лорой была настоящей. Он оставил все старые обиды позади и продолжил свою жизнь, полную любви и заботы, которую он сам когда-то так ждал. Дэвид знал, что каждый ребенок, независимо от внешности, заслуживает любви и поддержки. Он стал примером для многих, показывая, что истинная ценность человека заключается не в том, как он выглядит, а в том, кем он является внутри. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.